как красиво. Какой аромат. Сегодня вам повезло, и я с вами делюсь щедро. Какой красавчик. Как много вы знаете действительно вкусных, хороших рецептов с применением лосося. Уверена, не так много. А сегодня я хочу поделиться с вами еще одним. Только представьте себе это сочетание вкусов. Нежный, коралловый внутри сочный лосось, который подается в хрустящей золотистой корочке из слоеного теста. Конечно же, там будет у нас составляющие, как шпинат, брокколи, лимон и сливки. И все это мы подадим с дополнительным соусом на сливках. Не уверена, если все из вас знают, что я профессиональный шеф-повар. Меня зовут Яра. И сегодня я здесь, чтобы привнести высокую кухню к вам на кухню. Самым легким, самым простым образом. А нам потребуется, собственно, лосось. У меня сегодня вот здесь такой большой кусочек. Слоеное тесто. У меня уже покупное, которое замороженное. Я его выложила за ночь на верхнюю полку в холодильнике, чтобы оно разморозилось. Для того, чтобы убедиться, что у вас нет косточек, вы смотрите вот в этой зоне и в этой зоне. Здесь место, в котором крупные кости обычно выступают. Проведите в обе стороны, вдоль тушки, туда и обратно. Если косточек вы не нащупали, прекрасно, тогда мы приступаем к разделке нашей рыбы. Для рыбы я использую отдельную доску, чтобы у нас не пахли никакие овощи, мясо, фрукты рыбой. Вы можете просто отсоединить краешек шкурки от рыбы, нажимая пальчиками, ведите вдоль тушки. Кожа снимается очень легко. Если ваша рыбка упрямая, вы можете смочить ее кипящей водой. Вот эта часть мне не понадобится, мы ее можем сразу отрезать или сейчас уберем после того, как удалим шкурку. Это тоненькая часть, она съедобная, я ее не выбрасываю, я ее буду использовать, но для нашего сегодняшнего блюда она не понадобится. Здесь у нас рыба имеет разную толщину. В верхней части по спинке она более толстая, и в этой части она более тонкая. Если мы ее оставим в таком виде, то вот эта часть уже приготовится, а эта часть переготовится. Поэтому я убираю излишек, я его не выбрасываю. Вот эту часть я использую для омлетов, или можно засолить, или можно потушить кубиком в сливках для соуса какого-то с картошечкой. Вариации масса. Для этого рецепта нам потребуется корона на рыбе, которая у нас будет состоять из лучка, который я предварительно порезала, чесночка и зелени, которая вам больше нравится. У меня это будет сегодня брокколи и шпинат. Я люблю сочетать несколько видов овощей или трав. Если у вас есть замороженный шпинат, пожалуйста, используйте его. Чтобы сократить время приготовления, мы можем нарезать какие-то более крупные части пополам. И вот прям вот с листочками я ее буду использовать. Так, поехали. Я добавлю растительного масла немножечко и добавлю чуток сливочного. Буквально здесь у меня 10 грамм для вкуса, для аромата, ну и вообще. Я без сливочного масла ни дня не провожу. Я на кето-питании, и поэтому масла я ем очень много. Вот прям так, лучок сюда, на достаточно высокой температуре, чтобы у нас, и как вы уже знаете, мы обязательно лучок солим, для того, чтобы у нас высвободились сахара и процесс ускорился. Чесночок я добавляю попозже, потому что чесночок у нас нежный. Лучок уже у нас тронулся, сюда я кладу наши брокколи. Когда мы добавим шпинат, у нас добавится влага, но нам надо немножко подождать, 2 минуты, пока помою руки. Лучок у нас уже стал полупрозрачный. Брокколи приобрели яркий цвет. Добавляю сюда чесночок. Чесночок у нас нежный, товарищ, поэтому мы его быстренько немножечко прижарим, чтобы у нас высвободил аромат. Ох, ароматы бомбические. Я добавляю сюда шпинат. Напомню, что можно либо брокколи, либо шпинат. На самом деле, что у вас есть. Хорошо сюда и спаржа подойдет. Если хотите, вы можете придумать свою корону из своих любимых продуктов. К лососю хорошо подойдет картошка. Если вы хотите сделать корону из картошки, только ее нужно будет предварительно подготовить. Кстати, скоро мы опубликуем один из моих любимых рецептов картофеля, который я люблю. Это тоже, конечно, французская классика, но с моим индивидуальным твистом, с моим таким штрихом. Что нам сюда потребуется? Я добавлю немножко перчика, немножко
еще соли, буквально ложечку воды, чтобы это дело все моментально шпинатик наш осел. Как красиво, какой аромат. Добавлю сюда немножко тимьяна, буквально одну веточку. И теперь я добавляю сливочки и оставлю потушиться. Итак, почти все готово. Нам сейчас что требуется? Собственно, так как мы и лосось, и нашу корону, начинку, так сказать, будем готовить в духовочке, нам готовить это до основания нет необходимости. Я сейчас хочу выпарить сливочки, чтобы текстура у нас была густая. Мускатный орех, как и все специи, а мускатный орех один из моих любимчиков, фаворитов. Естественно, я тру непосредственно перед использованием. Итак, прошло 5 минут, начиночка у нас готова. И мы сейчас ее измельчим. Вы можете порубить это все ножом, а я положу в свой любимый Magic Bullet. Массу я измельчила. Получилась вот такая густая кашица. И чтобы она быстрее остыла, я выкладываю ее на плоскую тарелочку. И пока мы будем заниматься лососем, наша корона будет готова. Лосось мы будем перчить и солить. Мы это не сделали заранее, чтобы лосось у нас нагрелся до комнатной температуры, но вместе с тем, чтобы он не пустил у нас сок. Я солю и перчу. Перчим, солим с двух сторон. Я сейчас разогрела духовочку до 210 градусов. Я пока не включаю никакую конвекцию, просто вверх и низ. И сейчас мы будем собирать наше волшебное блюдо. Сразу уберу излишки бумаги. Так как у нас лосось достаточно сочный, в мерах предосторожности, когда я начала готовить этот рецепт впервые, наверное, лет 12 назад, я не знала о таких тонкостях. Сегодня вам повезло, и я с вами делюсь щедро такими лайфхаками. Чтобы тесто, которое у нас слоеное, которое может стать влажным и от этого потерять свою хрусткость, мы присыпаем поверхность, где будет у нас рыбка, небольшим количеством миндальной муки или кокосовой муки, какая у вас есть. Если у вас нет никакой муки, вы можете использовать взбитое яйцо и намазать эту поверхность яйцом. Перемещаю сюда. Наша паста, я ее поставила в холодильник, наверное, уже охладилась. Выкладываю нашу корону сверху на рыбку. Слишком большой слой нам не нужен. И накрываю слоем слоеного теста. Совсем недавно у нас с моей командой был девичник, и я приготовила это блюдо. Спонтанно, не с такими церемониями, буквально там за 5-7 минут все собрала. И, может быть, даже мы можем добавить это видео, да? Мы добавим это видео, чтобы вы посмотрели, как это было вкусно. Алоэ. Вкусно тебе? Baby, you forgot I'm meeting girls today. В обычной жизни для своего каждого дня я не использую 2 листа. Я использую один и заворачиваю его как получится. Сегодня хочу вам показать, как нужно по рецепту. А там дальше вы смотрите сами. Краюшки желточком. И мы соединим 2 слоя между собой. 1, 2, 3. Елочка гори. Та-дам! Вот. Пекарскую бумагу. Здесь нам важно, чтобы у нас не остались пузырьки воздуха. Поэтому я вот так вот слой этот верхний приподнимаю и соединяю с нижним. Вот прям так. Руками, без особых церемоний. Чем холоднее ваше тесто, тем послушнее оно будет у вас в процессе выкладки. Мы можем срезать, что мы сегодня сделаем. Вы можете оставить. Я вот когда пекла со своими детьми, они у меня за эти кусочки дрались. Буквально там сантиметр толщины для скрепления краев. Мы вот так вот вилочкой будем нажимать, и края будут тоненькие, потому что там 2 слоя. И 2 слоя пропечь до хруста сложно. Таким вот вилочковым методом мы этот слой как бы приплюснули и сделали из 2 слоев один более тонкий. Вот такая красота у нас получилась. Учи-пучи-пу. Поговорите с ним. Теперь смазываем поверхность желтком. Это даст красивую золотистую корочку. Я сделаю вот такие вот небольшие надрезы, которые позволят пару выходить через эти надрезы, чтобы верхняя часть нашего пирога не спучилась. Теперь нашего дружка я отправляю в духовку на 20 минут. И мы будем выпекать при температуре 210 буквально 5-7 минут.
А после того я убавляю температуру до 190 и выпекаем до золотистой корочки. Смотрите, какой у вас размер. Если размер у вас меньше, выпекайте меньше. Если размер у вас больше, дайте время. Индикатором может быть золотистая корочка, но не передержите. А пока наш лосось в духовочке, мы быстро приготовим соус. Сегодня позволю себе вольность. У меня есть красная икра, подарок моей подруге. Ложечку добавим в соус. Если у вас нет красной икры, это не страшно. В оригинальном соусе ее и не нужно. Каляю нашу конфорочку, добавляю сливочки. И как только сливочки нагреются и будут появляться маленькие пузырьки, мы добавим туда пармезан, мы добавим туда мускатный орех, лимонный сок, все почти одновременно. И икру в самом конце. Соль и перец. Все, очень простой соус, но он самым магическим образом подходит к нашему лососю. Я его обожаю, этот соус. И, кстати, девчатам, когда мы встречались, я тоже подавала его. Виктория, ты помнишь? Это соус. Соус классный. Немного добавлю сразу соли, пармезанчик, натираю и, конечно же, мускатный орех, куда без него. Мускатный орех – самый главный ингредиент для всех сливочных соусов, для всех таких кремовых текстур. Добавляю белый перец, еще немножечко соли, снимаю с огня, добавляю лимонного сока, чайную ложку. Теперь он у нас чуть-чуть загустится. Я добавлю сейчас укроп. Икру мы добавим в самый последний момент, чтобы она не приготовилась. Все, собственно, соус у нас готов. Чудесно приготовился наш лососик. Я сейчас попробую его как-нибудь вынуть. Ох, шикарно. Какой красавчик. Сейчас соус остыл. Я буду добавлять сюда икорку. Перемешиваю. Такой нежный по текстуре у нас соус. И я присыплю его сверху мелко порубленным укропом или петрушкой, что у вас есть для красоты. Наш лосось в хрустящей корочке с зеленой короной, соусом из пармезана и сливок с красной икрой. Очень празднично и нарядно выглядит. Готово. Это очень сочное блюдо. Это блюдо, которое можно подать для специального случая или есть без особого случая, просто потому что сегодня это сегодня. А с вами была Яра. До новых встреч!